Сегодня можно встретить довольно много блокчейнов, которые относятся к какой-то глобальной экосистеме. Но разработчики Aptos пошли по иному пути и решили создать уникальную цепочку первого уровня, главной особенностью которой – это высокий уровень безопасности и масштабируемости. Новый блокчейн ориентирован на разные категории пользователей, от частных инвесторов с небольшими начальными капиталами до разработчиков, которые внесут свой вклад в развитие экосистемы. В данный момент проект активно развивается, и его команда регулярно обновляет блог и социальные сети. История развития проекта началась задолго до его появления в сегодняшнем виде. Марк Цукерберг, основатель социальной сети Facebook, хотел создать собственную криптовалюту, которая не уступала бы биткоин и эфириум. Но уже на раннем этапе разработки Libra его команда столкнулась с трудностями. Американские регуляторы не позволили запустить проект. Цукерберг не оставил попытки создать новую криптовалюту и собрал команду для разработки Diem. В совокупности работа над двумя проектами продолжалась 4 года, но Diem также пришлось закрыть. Однако это не значит, что наработки пропадут. Именно их разработчики, которых собрал Марк Цукерберг, используют при создании Aptos. Этот блокчейн первого уровня может стать максимально децентрализованным, быстрым и безопасным. В данный момент блокчейн только разрабатывается, но у команды его создателей есть далеко идущие цели. Их можно поделить на несколько категорий по направлениям. Благодаря улучшенной топологии станет возможным существование одноранговых, восходящих и нисходящих каналов. Это сделает взаимодействие с цепочкой данных более удобным для разных типов пользователей. Чтобы снизить ненужную конкуренцию в сетевом потоке, будет работать специальный алгоритм, отслеживающий и удаляющий неактуальные данные. Сеть будет защищена от DDoS-атак, причем как со стороны нижестоящих узлов, так и от валидаторов. Это крайне важно, поскольку проблема многих ныне существующих блокчейнов – это низкая устойчивость к атакам злоумышленников. Более высокий уровень безопасности также будет доступен пользователям благодаря резервному копированию, которое позволит восстановить поврежденные или удаленные данные. Улучшенный алгоритм консенсуса BFT позволит быстро обрабатывать транзакции. В отличие от того же блокчейна Solana, Aptos сократит срок ожидания до минимального. Скорость обработки данных, если верить обещаниям разработчиков, может достигнуть 130 тысяч транзакций в секунду. Важно отметить, что система будет анализировать каждого валидатора в сети. Если один из них будет неактивен в течение определенного времени, алгоритм заменит его на активного. Также известно, что в основе действия алгоритмов будет лежать принцип доказательства доли. Разработчики обещают, что благодаря специальному индексатору станет возможным широкое представление данных. Например, можно будет подсчитать различные транзакции или запросить информацию об интересующих. Будет также создан криптокошелек, благодаря которому пользователи смогут хранить, переводить друг другу и обменивать токены и NFT. Он будет поддерживать Wallet Connect 2.0. Пользователи получат доступ к документации по Aptos Core, Aptos Move и Aptos Framework, Aptos плюс Move CLI. В рамках экосистемы можно будет создавать различные узлы. В этом помогут инструменты и подробные гайды от разработчиков. У пользователей также будет возможность запустить автономную тестовую сеть. Есть несколько категорий пользователей, которым стоит обратить внимание на блокчейн первого уровня уже сейчас. Инвесторы с солидными капиталами. Проект обещает быть не только успешным на старте, но и долгоиграющим. Это означает, что у каждого, кто вложится в него на ранних этапах, есть шансы заработать. Рядовые пользователи в поисках источников пассивного дохода. Пользователи Aptos смогут зарабатывать, размещая свои токены в нодах и регулярно получая проценты.
проекты. Разработчики, ищущие оптимальную платформу. Используя уникальный язык программирования и удобные инструменты, легко создавать DeFi приложения нового уровня. Крупные компании, которым необходима интеграция с безопасным и быстрым блокчейном. Если в приложение нужно внедрить криптовалюту, Aptos станет отличным вариантом в будущем. Это далеко не все способы использовать блокчейн первого уровня. В скором времени вокруг него возникнет огромная экосистема, частью которой станут интересные проекты с самыми разными возможностями. Команда разработчиков приняла решение создать свой язык программирования для повышения безопасности блокчейна. Move предназначен не только для написания смарт-контрактов. С его помощью также можно управлять аккаунтом, вносить изменения в настройки ноды, регулировать размер комиссии и добавлять новые функции. Интересно, что с документами, в которых подробно описывается новый язык программирования, пользователи могут ознакомиться уже сейчас. Для разработчиков это прекрасная возможность оценить, насколько он удобен и хотят ли они использовать его при создании собственных DeFi приложений. А если тебе понравился данный обзор, не забывай подписываться на канал, а также прожать лайк под этим видео.